Опять разрываем миф, что новострой сегодня для молодых специалистов невозможен. У меня есть также клиенты и случаи, где они уже с помощью 3 объектов платят 0% лонж. Не всегда надо спешить в первые 10 лет отдавать тело кредита. Просто затопили келлер, где находился котел с хайцунгом, и закрыли окна. Крыша сгорела, а денежки не получили. Вот этих арендосъемщиков нам понадобилось 2,5 года, пока мы их вообще могли оттуда выселить. Привет, Илья. Сегодня у нас в гостях один из лучших русскоязычных специалистов Гамбурга, который расскажет нам и поделится своим опытом. Так почему же лучше иногда купить новую квартиру и использовать все дотационные программы, которые будут нам позволять выстроить свой концепт, или почему лучше инвестировать во вторичный жилищный фонд, и в чем же есть секреты? Так как Илья у нас такой маленький заучка, который знает все законы и не перестает учиться. Да? В этом году, если не ошибаюсь, ты еще закончил фахверт в области недвижимости. Да, все верно. Да. Супер. Илья, поделись с нами своим опытом. В каких же случаях лучше покупать новострой и почему? И для каких клиентов? Спасибо большое за приглашение. На самом деле все абсолютно индивидуально, потому что наша задача как специалиста всегда заключается в том, чтобы для каждого клиента подобрать индивидуальный концепт. И здесь нужно на самом деле рассматривать очень много параметров, то есть сколько зарабатывает клиент, какая цель у клиента, ну и, конечно же, как быстро он хочет достичь собственного результата. И если мы говорим про новострой, допустим, то это на самом деле интересно как раз для тех людей, которые зарабатывают достаточно много и где есть возможность списать по максимуму. То есть здесь рассматривать новострой с той точки зрения, что есть возможность списывать саму амортизацию объекта повышенную. И дополнительно, конечно же, если мы возьмем еще фёрдер-программы, которые нам дает государство, то есть здесь есть еще понятие такое, как дегрессивная амортизация и дополнительно зондерабшрайбung. Для того, чтобы первый пункт – это более оптимальная налоговая оптимизация, то есть ты можешь больше списать. Давай сделаем такое сравнение. В чем разница, если бы клиент купил, допустим, в 5-этажном доме без лифта квартиру на 2-м этаже или на Эргешосе, возьмем пример, и купил он квартиру абсолютно новую по виду постройки КФЕ 40 Küngü на том же Эргешосе, в том же 5-этажном доме, только абсолютно новым. Вот просто сравним, в чем разница. И начали бы мы с жилого фонда, который на сегодняшний день на рынке бывает и в 2 раза дешевле. Вроде бы плюс-минус одинаковые дома, на Эргешосе квартирка, только это дом старый, а это дом новый. Здесь нужно, конечно, учитывать или брать во внимание, в первую очередь, если мы говорим про новострой, то мы понимаем, что здесь будет построено все достаточно квалитативно и по новым как раз дотациям, которые дает государство, то есть нижний уровень расхода энергии, и дополнительно у вас получается сам объект построен по энергоносителям с нижним уровнем. В этом случае у вас получается и по расходам в месяц будет намного ниже так называемый хаусгельд, да, то есть ЖКХ, если говорить по-русски. Если мы будем брать во внимание все-таки вторичную недвижимость, то здесь нужно учитывать, опять же, что делалось за последние годы, и может получиться так, что в ближайшем будущем придется как-то обустраивать сам комплекс, то есть по новым стандартам и так далее. И здесь нужно брать во внимание, что вот эти вот программы от государства, которые мы получаем, они не включают, допустим, тот же самый лифт. И эти расходы будут уже идти вам как зондерумляга дополнительно, которые не будут повышать какого-либо значения сам уровень дома. Давай разложим немножко поподробнее. Мы с налога перешли немножко в квалитативность вида постройки, то есть имеем мы новое жилье, где строится более утепленно, более современно, возможно, с вärmelüftpumpe и с Solaranlage, то есть потребление энергоресурсов намного меньше, что для жильца в этом доме является более интересным, да, там снимать квартиру, потому что он платит меньше хаусгельд. Но если мы смотрим на инвестицию самого клиента, еще и в новострой
как я поняла, у него меньше рисков, что будут какие-то Umlage, nicht umlagefähige Kosten, то есть большие. Что входит в nicht umlagefähige Kosten, это те затраты на управление квартирой, которые мы не можем переложить на жильца. Да? Если мы подробнее разберем для тех людей, которые этого не знают. Потому что многие думают, что все затраты можно переложить на жильца, а законодатель говорит, нет, есть umlagefähige Kosten, а есть nicht umlagefähige Kosten. Давай здесь поподробнее расскажем, потому что слово лифт многие не понимают, да, что если лифт поломался, это nicht umlagefähige Kosten, Betriebskosten, которые переходят на самого хозяина, да, делятся процентуально и переходят на своего хозяина. И многие наши зрители сейчас не понимают, почему некоторые программы, допустим, за утепление платят, потому что город хочет, чтобы было экономично, а то, что поломался лифт, на это надо искать кредит, который иногда достаточно может быть дорогим. Давай немножко оставимся в этом сравнении. Ну, то есть, если брать во внимание, то есть все вот эти программы, которые даются, они даются как раз на то, чтобы улучшить энергоносители, чтобы были расходы меньше, там, допустим, по отоплению, да, то есть где можно это понизить с помощью, допустим, тех же самых материалов, сделать новую облицовку дома, то есть утеплить дом и так далее. Все, что связано теперь, допустим, с лифтом, многие люди даже не берут во внимание, они говорят, что я купил себе на Эрдгешосе квартиру, то есть меня лифт не касается, но это не совсем верно, потому что если мы опять же посмотрим в Teilungserklärung, то у нас прописано полностью по процентуальное соотношение, сколько же принадлежит мне полностью не только квартира, но и часть какая-то определенная, там, допустим, того же самого подвала, того же самого коридора, да, то есть Grundstücke дополнительно, но и также и люфта, да, то есть это не обозначает, если у меня на 5-м этаже моя квартира, то что тогда я полностью перенимаю все коsten за лифт. И в этом случае как бы вот эти фрагменты нужно тоже учитывать, потому что если мы говорим про старые дома, ремонт таких лифтов или же полностью поменять такой лифт, это достаточно высокие косты, которые полностью будут перекладываться на самого... Окей. Если мы остановимся на том, что первое по техническим характеристикам новострой более надежный, более экономичный и, скажем так, исключает возможность большого единоразового инвестирования, если что-то поломается, допустим, лифт или надо что-то будет чинить, утеплять и так далее. А в вторичном жилищном фоне эти все затраты перекладываются на всех хозяев квартир пропорционально в зависимости от того, сколько они владеют Wohneigentumsanteile от всего. Да? Это первый пункт. Второй пункт, может, пойдем больше в налоговую часть вопроса, потому что многие не понимают, в чем разница, если я купил новое жилье и старое жилье, сколько я могу списать. Если мы будем говорить про амортизацию, то есть здесь нужно учитывать, в принципе, какое у нас есть преимущество. То есть при постройке нового объекта, который мы покупаем, если мы покупаем уже готовый объект, допустим, построенный там с 1 января 2023 года, то в этом случае у нас идет амортизация по времени 33 года, да, то есть 3%, которые мы можем каждый год списывать. Это если мы говорим про линейное списывание. А можешь немножко затронуть тему вообще исторически, сколько можно было списать раньше, до того, как сейчас пришли много поправок в законодательной базе? Вообще, что это такое? Потому что никогда у нас не хватает времени разобрать это более подробно. Имея такого специалиста, как ты, у микрофона, хочется какие-то маленькие, но подробно разобранные ситуации. Если мы говорим, в принципе, про амортизацию, то есть за счет того, что мы сдаем объект в эксплуатацию, то есть сдаем в аренду, то рано или поздно объект стареет. И на законодательственной основе мы имеем право списывать так называемую амортизацию. Здесь нужно, конечно же, учитывать то, что мы можем списывать это не полностью от суммы покупки, а нужно, опять же, смотреть по Teilungserklärung, сколько частей принадлежит мне от дома и также от Grundstückа, и это можно все просчитать, какую сумму я должен отнять от закупочной цены, и от оставшейся суммы, которая остается, это так называемый Gebäudeanteil, да, то есть именно часть самого объекта, к ним мы добавляем дополнительно расходы по оформлению по покупке, то есть нотариальные расходы, и дополнительно добавляем туда налог за покупку недвижимости. И от этой суммы мы уже можем списывать, если мы говорим про линейное списывание, линейное обозначает, это постоянно одинаковая сумма на протяжении 50 лет 2%. То есть классика, я
округлю на кундишпрахе, да, чтобы понял простой человек, который не заканчивал или не получил высшее образование в этом направлении. То есть раньше классический вариант амортизации, то есть списания объекта, выглядел таким образом, что клиент мог списывать этот объект за 50 лет. То есть за 50 лет финансам говорил, это его длительность жизни этого объекта, самой постройки. Земля живет вечно, да, она не стареет. Поэтому финансам предписал, сколько мы можем списывать, за какой срок. То есть 2% это и будет 50 лет, 2% линиа, то есть всегда одинаково. И потом он говорит, от чего можно списать, потому что земля не становится старше. И классика раньше выглядела таким образом, что 20% от стоимости это была земля, и 80% от стоимости это было сама постройка, да, и поэтому раньше в классических вариантах в основном списывалось 2% от 80. Да, есть и различные дополнения с тонкостями, да, но мы говорим за классику. То как сейчас выглядит в новострое? В новострое немножко выглядит иначе, то есть новострой на данный момент считаются все объекты, которые построены с 1 января 2023 года. То есть в этом случае мы можем списывать амортизацию уже не на протяжении 50 лет, а 33 лет и в размере 3%, если мы говорим про линеарно. Здесь есть, конечно же, такие же моменты, если мы покупаем во время котлована, да, или же во время начала постройки, или же в тот год, когда заканчивается строительство и объект передается в эксплуатацию, то в этом случае у нас есть возможность списывать дегрессивно. Дегрессивно обозначает всегда с оставшейся цены после списывания. То есть в этом случае мы можем списывать на протяжении первых 6 лет 5%, то есть всегда с оставшейся цены. И потом мы рекомендуем как специалисты переключить опять на 3%, потому что здесь получается за счет того, что мы в первые 6 лет списали достаточно львиную долю амортизации, мы можем попасть опять как бы на налоговую ставку, потому что у нас будет уже больше дохода, чем расходов. То есть это так, здесь поподробнее, пожалуйста, потому что такая тема закрутилась, да, сюда положили, здесь взяли. Еще раз, то есть в новострое мы можем выбирать, списывать дегрессивно, то есть 5% всегда на остаток от того, что мы списали. То есть если квартира стоила 100 тысяч, мы списали 5%, скажем так, 100 тысяч – это была часть, которую можно списывать, да, чтобы не идти в детали. Если мы списали 5%, это 5 тысяч, то в следующем году мы списываем уже 5% от 95 тысяч, да, это называется дегрессив. То есть всегда от остатка того, что мы списали в прошлый раз. То есть если наша часть 100 тысяч, мы списали 5%, то в следующем году мы списываем 5% от 95. Я просто повторяю, потому что иначе человек, когда слышит так быстро, ты в голове понимаешь, о чем ты говоришь, а клиенты, к сожалению, не понимают. Но сейчас подойдем к самому интересному. За последние 3-4 года было еще много дополнений к законодательной базе, которые позволяли списывать еще больше. Да, то есть здесь мы говорим про такое понятие, как вторичная недвижимость, и здесь есть возможность для тех объектов, которые старее, чем 30 лет, стоит иногда просчитать так называемый Restnutzungsdauergutachten, то есть выезжает специалист, который просматривает объект. Это не обозначает, что ваш объект чем-то хуже, просто за счет того, что он старее, чем 30 лет, здесь можно просчитать по специальным формулам, насколько можно сократить вот этот срок амортизации 50 лет. И очень часто есть примеры у моих клиентов, где сокращали срок с 50 на 20 лет или же даже на 16 лет. То есть в этом случае, если мы говорим про 20 лет, то у человека амортизация на вторичном объекте уже составляла 5%. Линеарно. Окей. Это если мы берем вторичку, есть дополнительные возможности обратиться к специалисту. Если клиент придет к тебе, у тебя есть гутахтеры в коллективе, которые могут помочь это все просчитать, правильно? Да, все верно. То есть в этом случае нужно будет встретиться с клиентом, получить документы по его недвижимости и с помощью, опять же, формул и так называемых опросников можно задать все данные, сделать Ersteinschätzung, да, то есть не тратя какие-то уже затраты на то, чтобы узнать. И мы получаем буквально в течение 30 минут, получаем уже первый анализ, где стоит приблизительно, сколько можно получить минимум и сколько максимум. Если клиент говорит то, что да, мне это интересно, то есть я всегда говорю клиенту, мы берем по минимуму. Если это будет даже на вторичном объекте
тех же самых 4 или 5%, но есть возможность получить больше, он говорит то, что да, я готов делать как бы финальный Gutachten, и в этом случае мы запускаем, и он получает потом в течение 2 недель уже на руки полностью Restnutzungsdauer Gutachten с конкретной цифрой, которую может списывать. Окей. Как ты порекомендуешь? Естественно, люди, которые нас сейчас смотрят и, возможно, имеют свои объекты и не списывают их так, как они могли бы списать, есть ли смысл обратиться к тебе, чтобы оптимировать, допустим, клиент придет в общей сложности, да, как подготовиться к перефинансированию, как посмотреть, правильно ли застрахован его объект. Опять же, мы возвращаемся к теме объект на свободном рынке, какие у нас есть пункты, да, это списание, можно проверить вообще, правильно ли человек это делает, это финансирование, можно подготовиться для умфинансирования уже, допустим, сегодня и зафиксировать себе процентные ставки от 0,95 до 2,85 на перефинансирование, зная как, да, и в этом такие специалисты, как ты, как я, очень, очень в помощь, да, но, наверное, все равно лучше, чтобы клиент приходил к тебе тогда, когда у него родилась идея это сделать, и тогда можно просчитать все грамотно. Да? Если пойти в область даже финансирования, то при финансировании некоторые клиенты, которые покупают новострой или даже вторичное жилье, хотят четко видеть, как будет выглядеть финансирование, и в некоторых случаях берут Allstilgung-Aussetzung, либо Bausparvertrag, либо какой-нибудь либо Lebensversicherung. Может, 2 слова к этому, и вернемся все-таки в наш новострой для сравнения. То есть, если мы опять же говорим про финансирование, чем выгодно, допустим, если мы затронули уже эту тематику Bausparvertrag, то что здесь клиент делает Bausparvertrag на определенное время, да, то есть на определенный срок так называемого погашения тела кредита. И в этом случае, что очень важно, что когда у него идет вот это накопление через Bausparvertrag, у него процентная ставка не меняется, то есть он ее фиксирует на следующие 15 лет, и тем самым он может конкретно уже для себя понять, сколько он за эти 15 лет спишет. Можно здесь на секундочку, да? Почему я хотела эту тему добавить к списанию? Потому что для людей или для клиентов, которые хотят видеть, допустим, на 10 или на 15 лет четкую цифру, которую они будут списывать, как амортизацию, как проценты, как затраты, то в этом случае они могут видеть, допустим, минимум там, на 10-15 лет прям четкую сумму, допустим, амортизация, если мы сделали Restnutzungsdauer Gutachten, да, или просто в этом доме можно списывать сумму X, а линия, это значит, линия всегда одинакова. Это значит клиентам, которым важно понимать, окей, я сейчас, мне 40 или там 45 или 50 лет, я хочу до своей пенсии еще что-то для себя сделать, и как зачастую люди в этом возрасте зарабатывают самые большие деньги в своей рабочей карьере, да, от 40, скажем, до 67. И в этом случае, почему я хочу сейчас эту тему совместить, в этом случае очень грамотно прийти к такому специалисту, который именно просчитает в совокупности, что для меня интереснее. Допустим, купить 2 новые квартиры, где я буду, допустим, инвестировать 200 евро или 300 или 400 про квартиру, но в конце года, сейчас мы еще подойдем, почему, могу списать, допустим, 20 или там 25 тысяч за 2 квартиры, или даже в некоторых случаях до 50 тысяч просто за 2 квартиры, как пример в Дампе. Да? То есть первые 4 года там огромные суммы списания. И клиент, с другой стороны, может себе распланировать, нет, я, допустим, не хочу именно в эти 4 года такую большую сумму, а хочу распланировать еще дополнительно вот линеары Abschreiben, чтобы я в ближайшие 15 лет понимал или 10 лет понимал четко, сколько я могу списать. То в этом случае есть смысл это все в совокупности рассмотреть. Что мне нравится, допустим, опять же, при государственных программах, здесь есть такое понятие, когда мы берем, допустим, в том же самом КФВ кредит, у нас есть возможность Tilgungsaussetzung делать, допустим, там на 2 или на 5 лет. И для тех людей, которые достаточно молодые, опять же, вот если возьмем наш объект Дамп, то здесь, опять же, интересно, если мы погашение тела кредита сделаем через 5 лет только. То есть, чтобы оно начиналось через 5 лет. Почему? Потому что у нас затратная часть будет по минимуму, и дополнительно за счет Sonderabschreibung и дегрессивной Abschreibung мы можем списывать по максимуму. То есть, мы оттуда львиную долю будем вытаскивать. И по факту мы делаем этот концепт спекулятивно, то есть, чтобы через 10 лет продать с малыми затратами и по максимуму вытащить оттуда как раз наши налоговые возможности. То есть, если мы вернемся опять в новострой, то миф,
что новострой интересно только для уже работающих и супер хорошо зарабатывающих клиентов. Из твоего предложения сейчас мы узнали, что на самом деле для начинающих специалистов в некоторых случаях новострой тоже хорошо, потому что исключается риск того, что будет какой-либо большая единоразовая инвестиция на ремонт того же лифта или еще чего-то, плюс самые огромные налоговые оптимизации, и то, что мы сейчас услышали в передаче, до этого мы еще никогда не затрагивали, что можно поиграться с самим телом кредита, как быстро его давать, потому что люди, которые постарше, у них своя цель, да, хочу отдать там, допустим, за 17 или за 20 лет, и мы как специалисты можем разработать, как достичь его цель, но в данный момент побольше поработать налоговыми отчислениями и поменьше своими наличными, да, а параллельно можно этот капитал приумножить или с помощью Генушайн, или с помощью акций, или с помощью фондов, или с помощью того же Бауш-Пафотрага, в зависимости от того, на какие риски готов клиент идти, либо стопроцентно без рисков, да, и это можно все разработать. Но самое главное, что ты сказал, действительно это является мифом, что начинающий сотрудник или начинающий молодой специалист, который зарабатывает, скажем, свои 3000 нетто, после окончания аусбildинга, это очень часто бывает, да, такие зарплаты даже больше сегодня, может спокойно инвестировать в новострой и может позволить себе инвестировать эти 200, 300, 500 евро, а с твоим советом даже эту инвестицию понизить и к плюсу первые 5 лет и получать огромные дотации, грубо говоря, с того, что он отдал уже финансант. Конечно, в камеру это достаточно сложно описать. Я сейчас сама только к этой идее пришла, потому что, допустим, в своих портфолио я это не использовала, да, хотя мы это знаем. Да, очень хороший тип, видишь, что-то я сегодня выучила. Ну, на самом деле, я говорю, то есть, конечно, каждый человек имеет свое право делать это самому, но здесь нужно учитывать или брать во внимание то, что можно набить себе очень много шишек, да, поэтому мы специализируемся как раз на том, чтобы благодаря нашему опыту и нашим обучениям, какие есть возможности подобрать вот эти вот индивидуальные как раз под клиента уже концепты, да, то есть здесь все индивидуально можно просмотреть, можно просчитать, то есть как хочет клиент, с какой целью, за какой срок, наша задача будет являться уже как раз, чтобы он по максимуму мог выжать из этого объекта и получил как раз свой результат. Под этим видео мы оставим линк от Ильи с его данными, где вы сможете также записаться на консультацию, если будет потребность. Мы будем очень благодарны, если ты найдешь время, потому что на самом деле для некоторых налоговых консультантов достаточно высокого уровня им сложно сказать, почему именно в этом объекте сколько можно списать. И если приходят клиенты, которые имеют уже несколько объектов, иногда даже очень опытные налоговые консультанты делают ошибки. Почему? Потому что в налоговой базе есть очень много дополнений к закону, параграф 7 НКОМ-ГЗ, который говорит, что мы можем списывать, да? Потому что зависит также от того, насколько экономичен, допустим, КФФ, но если есть еще такое понятие КНГ, как пример, да, то в этом случае мы 4 года можем списать намного больше. Можешь вкратце рассказать об этом примере, потому что ты его сопоставил еще и с тем, что из-за того, что там льготный кредит, клиент может еще выбрать или год, или 5 лет tilgungsfrei, да, то есть вообще полностью пользоваться таким огромным налоговым возвратом. То есть, если мы говорим про программу 298 КФС 40 УНГ, то в этом случае какая у нас есть возможность? То есть мы здесь можем взять по максимуму под льготный кредит, то есть 150 тысяч, который мы можем запросить у так называемого КФВ банк, и получаем за счет этого очень большой рычаг, да, потому что у нас достаточно низкая процентная ставка по соотношению к нормальному банку, и когда это смешивается, то есть 150 тысяч и оставшаяся сумма, допустим, через нормальный банк, то у нас получается так называемый мишцинс, за счет которого мы профитируем, да, то есть несмотря на достаточно высокие процентные ставки, которые сейчас есть на рынке. И при программе КНГ 40, опять же, мы получаем не только возможность списывать дегрессивно, но еще и получаем первые 4 года дополнительно 5%, так называемый Sonderabschreibung. И это тоже на самом деле не маленькие деньги, то есть если брать по моему опыту, клиент, которого мы просчитывали в прошлый раз, у него за вот эти вот первые 4 года по 8 тысяч дополнительно, которые он списывал с налога.
за счет зондерабшрайбинга. Это 8 тысяч он уже получал назад или только списывал в его Нет, случае? это то, что он списывает. То есть, если мы говорим про списывание, то здесь нужно учитывать всегда то, что у нас есть определенные расходы в виде администрационных, да, то есть так называемые Verwaltungskosten. Дополнительно мы можем списывать банковский процент, это, предположим, 10 тысяч в год на цинзах, и возьмем, допустим, те же самые еще 8 тысяч в год зондерабшрайбинг. То есть это в общей сложности вот. получается 10 плюс 8 плюс еще администрационный или Verwaltungskosten, у нас получается 11 тысяч. И если у человека, предположим, налоговая ставка 40%, да, то есть практически максимальная, то она умножается как раз на вот эти вот Abschreibungssumme, и мы можем уже прочитать изначально, сколько это приблизительно будет возврат налога. То есть если мы берем 11 тысяч, которые мы списываем, умножаем на 40%, то это 4400, которые он уже возвращает обратно. Если сказать коротко, где я потеряла твою мысль, это в том, что я подумала, он всего лишь 8 тысяч спишет. Ты настолько четко раскладываешь, и это очень тяжело воспринимать на слуху, но я немножко подведу из того, что ты сказал, что кроме обычной АФы, допустим, что мы еще не сказали, когда объекты строятся не в больших городах, как Мюнхен, Гамбург и так далее, то соотношение вот эти 80-20, то есть сколько из цены сама постройка и сколько из цены земля, очень сильно сдвигается в сторону постройки. Да? То есть здесь мы не только можем списать или от 3 до 5 АФа, то, что ты уже очень хорошо объяснил, дополнительно мы можем списать еще дополнительно эти 5% зонда АФа, эти 8 тысяч, да, на эту маленькую квартиру, где я потеряла, да, твой смысл. И еще и важно, что вы это все списываете, эти проценты, на, допустим, 96 или 98 от стоимости объекта, да, потому что в новострое это сочетание, что стоит земля и что стоит постройка, очень сильно отличается от старых объектов, да. Поэтому очень важно всегда понимать, сколько я могу списать и почему. И второе, на какую процентуальную сумму. Допустим, спешу я 5% от 80, это будет меньше, чем 5% от 96, да, от стоимости объекта. И здесь, конечно, на слуху это достаточно сложно объяснить, но я думаю, каждый желающий, который захочет вникнуть и купить себе объект новострой для того, чтобы генерировать или проработать свою налоговую базу, может к тебе обратиться и с удовольствием получить консультацию в этом направлении. Ты затронула сейчас очень важную тему, с моей точки зрения, потому что когда мы говорим про соотношение участка и самого объекта, очень часто раньше писалось или пишется до сих пор даже очень часто, что перенимается просто в Kaufvertrag 80-20, да, то есть соотношение участка и соотношение самого объекта. И в этом случае изначально как бы стоит при покупке посмотреть, сколько же действительно по Teilungserklärung я имею, допустим, процентуально. Есть формула. Есть да, формула, есть, по которой вот высчитывается. именно, Да. то есть, если, допустим, когда составляется Kaufvertragsentwurf, то что посмотреть, если изначально у меня больше, чем 80% сама часть объекта, то что как бы внести именно параметры, которые стоят в Teilungserklärung, а не брать общую сумму 80-20. Если мы говорим про Kaufvertragsentwurf, вот, то очень часто нотариус принимает именно 80-20, то есть изначально говорит то, что 80% это Gebäudeanteil, Это стоит в Teilungserklärung. Это не обязательно в Teilungserklärung, это очень часто принимают сами нотариусы. Если же ты получаешь Teilungserklärung, то изначально можно просчитать через формулу, сколько же на самом деле является Gebäudeanteil. И в этом случае, если, допустим, продавец хочет написать 80-20, то можно это откорректировать именно по оригинальной, то есть по Teilungserklärung. Да. То есть это очень-очень-очень хороший совет, потому что лучше, мое мнение, лучше не написать ничего в Kaufvertrag, это я переведу на русский язык то, что ты сказал, потому что иногда человек, покупающий квартиру, он не понимает вот эти все брухтали, то есть там стоит, вы покупаете, допустим, 125 частей от 1000, то есть с вашей квартиры вы покупаете процентуально 125 частей от 1000, да? И когда клиент видит, что дальше стоит, допустим, из этого 20% это стоимость земли, 80% стоимость самой постройки, да, то очень часто эти цифры некорректны.
некорректные, то, что ты сейчас озвучил, а просто некоторые нотариусы это перенимают, да, по какой-либо причине. И лучше ничего не написать в этом направлении, потому что это не обязательно вносить в Kaufvertrag, а потом, если хороший придет Steuerberater или хороший Steuerfachangestellter, он может просчитать, а сколько действительно сейчас стоимость земли, как это называется по-немецки? Bodenrichtwert. Bodenrichtwert. Скажи, пожалуйста, где мы можем посмотреть Bodenrichtwert? Bodenrichtwert есть также платформа, которая можно просто загуглить. Это так называемый Boris Deutschland, это где полностью все регионы стоят, или же есть у каждой страны, не включая, конечно, Баварию. Бавария, они хотят за это деньги, но в других всех остальных регионах можно на самом деле проверить, то есть заходишь на Boris Deutschland, или же там Boris Niedersachsen, Boris Гамбург, или же там Шлезвиг-Гольштейн, без разницы, и можешь задать свой адрес, и тем самым ты можешь посмотреть, сколько у тебя на самом деле на данный момент стоит Bodenrichtwert. Адрес квартиры, которую мы покупаем. То есть это просто гениальный совет. Почему? Потому что из-за незнания и нотариус несет за это ответственность. Это не считается ошибкой, да, что он внес соотношение стоимости участка к стоимости самой постройки. А, грубо говоря, клиент, первое, может вообще это не вносить. Это не обязательный показатель для Kaufvertrag. Второе, если он хочет себя обезопасить, допустим, у меня в практике было несколько случаев, где клиент высчитал с помощью, естественно, таких специалистов, высчитал, сколько же является действительно квалифицирована стоимость участка по отношению к стоимости квартиры. Да? Если взять вот наши последние проекты Пайне, Дамп, Батродах, эта сумма варьировалась не 20,80, а варьировалась 2,98, то есть 98% это стоимость объекта, с которого мы можем списывать, да, эти 5%. Это очень хороший совет, спасибо большое, потому что даже я никогда с опытом, да, с моим опытом никогда об этом не задумывалась и здесь не проговаривала. Как хорошо приглашать коллег-специалистов самых лучших, да, потому что выходят такие тонкости, и мы можем людям действительно дать сегодня несколько классных советов. Первый совет: не всегда надо спешить в первые 10 лет отдавать тело кредита, да, мы можем поработать этими деньгами, даже купить себе 2 квартиры, даже эти деньги вкладывать еще в какие-нибудь фонды, в акции, в анляе, в более надежные, или даже в тот же Bausparvertrag параллельно, где человек себе через 10 лет получит 100 тысяч, да, под 0,95 и попользуется этими деньгами параллельно, и уже у него будет большая сумма для финансирования под очень маленький процент. Супер, ты прям суперные дал советы. Хочу тебе еще одну изюминку Давай. дать. Есть люди, которые очень часто страгиваются с той тематикой, то, что нужно первый год делать какие-то дополнительные взносы, чтобы потом после подачи декларации было плюс-минус 0, или же может быть Ты имеешь в виду зондательон? Нет, я сейчас на данный момент говорю, когда человек покупает квартиру, у него есть так называемый дарлин, да, то есть то, что он платит каждый месяц в банк, и у него есть доход с помощью аренды. И на данный момент за счет нашей процентуальной ставки, которая сейчас на рынке, не всегда есть возможность, чтобы аренда покрывала расходы по банку. И для тех людей, которым это очень сильно мешает, есть опять же возможность, если мы купили в первые 2 квартала года, то есть возможность опять же с помощью Steuerberater записать квартиру на Lohnsteuer-карту. То есть, чтобы изначально получать вот эти вот налоговые возвраты обратно, то есть по факту получается с помощью вписывания квартиры на Lohnsteuer-карту у человека будет больше нетто, чем по факту. Я переведу на русский язык для нормальных людей, которые смотрят сегодня эту передачу. А то, о чем ты сказал, есть возможность получать налоговую оптимизацию 1 раз в год, когда мы подали декларацию и в конце года получили, допустим, по нашему просчету там, от 5 до 10 тысяч назад. Да? В новостроях эти суммы действительно варьируются в этом размере, да? От 5, ну даже и до 15 в некоторых случаях, да, зависит от проекта. Но есть возможность, ту, которую ты сейчас затронул, сделать это в месячном эквиваленте, где ты в своей зарплате минимируешь разницу между брутто и нетто, тем самым, что ты заполняешь формуляр со своим Steuerberater, называется Lohnsteuermäßigung, и благодаря этому формуляру у тебя в твоей Lohnsteuer-карте высвечивается, что тебе, допустим, и так
ты в этом формуляре уже показал, что в конце года я получу, допустим, 8 тысяч назад. Зачем я должен эти 8 тысяч месячно платить? И таким образом эти 8 тысяч делятся на 12, и ты уже, скажем, гроб 600 евро платишь каждый месяц меньше Lohnsteuer. То есть, сказать простым языком, если в месячном эквиваленте ты просто получаешь на 600 евро нетто больше в этом примере. Все верно. То есть у меня есть также клиенты и случаи, где они уже с помощью 3 объектов платят 0% лонж. Это 4-й сегодня пункт, который ты супер классно затронул, потому что очень часто, когда люди сравнивают, купить сегодня новострой, в основных случаях надо что-то доплачивать. Да? В новострой, прежде чем ты получишь что-то назад, ты доплачиваешь в классическом сегодня случае, скажем, от 200 до 1000 евро. Потому что есть и очень большие объекты, да, чем больше объект, чем больше отдается тело и доплачиваем, да, естественно. И благодаря вот такой грамотной расстановке мы можем это, опять же, в месячном эквиваленте понизить с того, что у нас через зарплату уже будет налоговый возврат приходить в месячном эквиваленте. Это просто вообще гениальная идея, гениальнейшая идея для людей, особенно для молодых специалистов. Опять разрываем миф, что новострой сегодня для молодых специалистов невозможен. Возможен. Надо только правильно эту концепцию рассмотреть. В моем портфолио тоже были молодые люди, которые в месячном эквиваленте получали. И в этом случае, опять же, возвращаемся к нашему примеру, почему для некоторых важно вот этот линеар абшрайбен, где он говорит: окей, я даже первые 5 лет не хочу больше списывать, хочу вот линеар, да, потому что молодой специалист говорит: я буду все время больше зарабатывать, я не такой зихахайц, я не такой, наоборот, я зихахайц-ориентир, то есть для меня надежность очень важна, делает мидбауш-паффертрак, где он знает, там через 20 лет я перефинансирую под 0,95 свой остаток, где он с четкостью до 1 евро просчитывает в новострой, особенно с беззаботным концептом, скажем, на 10 лет так вообще фест, где он видит: окей, я плачу там, допустим, в месяц 300 евро или 400 или 500, то есть то, что мне не хватает с аренды, чтобы покрывать этот объект, но в конце года я вижу всегда одинаковую сумму, что я могу списать за цензен, что я могу списать за амортизацию, ну и все остальное. Да? И таким образом клиент себя обезопашивает и в первой фазе, там первые 10-20 лет, и таким же образом во второй фазе за счет использования заблокированных процентных ставок. На сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, еще 0,95 во многих шпаркассах работают тарифы 2020 года. Скажем, цензы для финансирования поднялись, а вот тарифы, которые Баушпаркассен давали еще в 2020 году, еще в этом году работают. Ходят некоторые слухи, что в следующем году их подымут, да, поэтому в этом году Баушпагешефт очень активный. То есть, грубо говоря, клиенты, которые даже еще не купили, могут уже заключить Баушпафетрак и себе, допустим, там 100 или 150 тысяч по-немецки absichern, по-русски обезопасить или заблокировать под 0,95, допустим, да, или под 2,45. Эта тематика на самом деле, опять же, очень интересная. Почему? Потому что даже вот если взять круг моих клиентов, которые купили вот в прошлые 5 лет, чем, опять же, Баушпафетрак интересен на данный момент, то что они на тот момент финансировали под 1% или 1,39 и так далее. То есть, по факту, если мы сейчас смотрим тенденцию, то банковский процент, он все-таки растет, да, как бы мы ни хотели. Конечно, у нас там есть скачки, где он немножко падает, но тенденция все-таки идет вверх. И уже сейчас стоит об этом задумываться, потому что у нас есть возможность уже заранее себя от этого обезопасить. И уже сейчас как раз вот эти кондиционы, про которые ты сказала, под 0,95 до 2,85, уже можно сейчас их себе забронировать на то, чтобы потом при финансировании не было так называемый бёзюбарашинг, да, потому что все люди, которые на тот момент финансировались, они финансировали в среднем по 500, по 600 тысяч объекты, а тильгунг оставляли маленький. И это очень может быть плачевно, да, потому что когда ты потом через 10 лет делаешь перефинансирование, но ты еще практически ничего не выплатил обратно и планируешь объект дальше держать. Но в цене, новострой все выросли в цене, независимо от того, Согласен. что мы находились сейчас в кризисе, и только в прошлом году официальный прирост ценовой политики на новострой пошел вверх, да, из-за всего этого кризиса, все подорожало в 2 раза. На последней бизнес-конференции сидел представитель большой строительной компании, и когда мы дошли до темы, что люди верят в то, что станет все дешевле через какое-то время, он чуть не заплакал. Он говорит: за эти 5 лет все стало ровно в 2 раза дороже, начиная от зарплаты
потому что на стройке многие не знают, что зарплату даже просто, который подметает, должен получать больше, чем тот же человек будет завтра в Lidl подметать, да, потому что на стройке свои тарифы и свои цены, да, и, конечно... Просто мы затрагиваем не только ту тематику, что инвестиционного характера, но и также те, которые покупали для себя, да. Но их объекты тоже подорожали. Да, но человек же покупал для того, чтобы жить в этом объекте, он же не планирует через 10 лет продавать его. Да. И в этом случае как бы он коснется все равно, рано или поздно он финансирует. Но опять же, если... Ой, слушай, сегодня так интересно вообще, можно поспорить. Если взять в пример, что даже если человек для себя покупал, тогда еще больше надо сесть и подумать, что же сделать лучше, потому что если ты идешь в одну шпаркассу, у них своя тенденция, как они считают и так далее. Даже если ты покупал для себя, из-за того, что объект подорожал, есть многие банки, которые дают намного лучший кондицион, потому что для них очень важно, чтобы был вот этот воздух, да, ты вверху. говоришь сейчас речь о Нойбе-Вертунге самого объекта. Да, да, но опять же, если знать, какие банки на это обращают особое внимание, плюс, что мы выучили на прошлой неделе, что сейчас некоторые шпаркассы, продлили для умфинансирования, то есть до 55 лет, когда человек приходит, умфинансируют, они дают очень лояльные процентные ставки, несмотря на их пенсию, потому что почему, допустим, пойдешь там в Хаспа, и они дают, или вообще отказывают, или дают большие цинзы, потому что они говорят, нам рискованно, что у вас пенсия маленькая будет, к примеру. Некоторые банки, допустим, некоторые шпаркассы до 55 лет увеличили, некоторые до 65 лет. Что это значит? Что если 65-летний человек приходит именно в эту баушпаркассе, да, и перефинансируют свой кредит, то они ему дают на 20 лет перефинансирования. А многие банки, когда ты говоришь, это мой дом, я хочу там не есть, не пить в 65 лет, а за 10 лет отдать. Зачем? Деньги обесцениваются. Лучше эти 10-20 лет достойно жить, достойно путешествовать, и для клиента рассчитать это умфинансирование, что он отдаст его не за 10 лет, а за 20, да, к примеру, даже для себя. Если правильно подготовить, там цинзы 0,95 уже заблокированы, то есть он цинзы отдает копеечные, да, если можно такое слово использовать. Он просто растягивает свое тело кредита на 20 лет. И это очень классный пример, потому что тогда человек 20 лет, скажем, от 65 до 85 наслаждается, потому что он не должен еще больше отдавать за свой дом. И в то же время он живет в своем доме. И это происходит только из-за того, что он минимум от 3 до 5 лет дом финансирования пришел к консультанту и разложил грамотно, да, так же, как мы затронули тему налогообложения, это не значит, что эти операторы некомпетентные, просто надо посмотреть, какая программа лучше подходит. Также и здесь надо посмотреть, а что для клиента лучше подходит, потому что для капитаlanlage люди больше соглашаются, допустим, какие-то программы брать, как Баушпа и так далее. Для собственного менее соглашаются, потому что они переплачивают немного цинзы, да, но если грамотно просмотреть в различных ситуациях, лучше аннуитет, а в некоторых действительно вот такой момент, если человек не так рано начал, и у него еще такой большой остаток по кредитованию. Допустим, в моем перефинансировании у меня будет уже 52, а у меня еще 700 тысяч за мой дом, личный остаток. Да? Это не маленькая сумма, но из-за того, что я правильно сейчас подготавливаюсь к этому, я большую часть уже перекрою под очень-очень маленький процент. Почему нет? Давай тогда останемся на сравнении. Все-таки для кого интересно инвестировать на вторички и почему, что движет людьми рисковать, какие риски мы изучили, да, что могут быть Sonderumlage, то есть какие-то непредвиденные расходы, связанные с тем, что лифт поломался, что надо что-то утеплить, что-то сделать. Это могут быть растраты, связанные с жильцом, то есть жилец умер, не хочет платить, судится, ругается, все украл, убежал, да. Третье, какие еще у нас могут быть риски, там не перефинансировали, да, и почему же все-таки на свободном рынке вот объекты более интересные со стороны прибыли, вот давай немножко с этой стороны поиграемся. Ну, здесь я могу привести даже свой личный пример, допустим, объект, который первый я покупал, это был объект 1904 года, да, то есть достаточно старый, покупал я его в 2005 году, и объект стоил на тот момент 90 тысяч евро. Это старая небольшая вилла, которую я разделил на 2 квартиры, то есть сдавал нижнюю часть 85 квадратов и сверху 75 квадратов. Все было бы ничего, все классно работает. Единственное, что проблема
является очень часто с арендосъемщиками. То есть это, к сожалению, на тот мой неопытный образ жизни в стороне инвестиций, я просто подумал, то, что так как это родственники, будет им веселее жить, ну и как бы будут там за домом ухаживать. Но карта повернулась не в мою сторону, потому что они немножко по-другому планировали. Переругались. Они не переругались, нет, просто они сделали немножко похуже, то есть мы на тот момент поставили новые окна и поставили новый Хайцунг. Хайцунг находился в Келлере, и для того, чтобы им не платить аренду, то есть что они сделали, они просто затопили Келлер, где находился котел с Хайцунгом, и закрыли окна, то есть абсолютно не проветривали на протяжении 3 месяцев. Тем самым, что происходит с домом, когда не работает отопление и не проветривают, он начинает цвести. Потом они просто пошли в ВАМТ и сказали, то, что смотрите, где нам нужно жить. Им проконсультировали, поговорить с адвокатом и понизить, сделать так называемый Митминдерунг, да, понизить аренду на 50%. И если ты, как первоначальный инвестор, к этому не готов, то это может сломать тебе, извиняюсь за выражение, хребет, потому что это, ну, как бы не маленькие затраты, потому что ты платишь в банк, но ты не получаешь ту аренду, на которую ты рассчитывал. И если у тебя нет вот дополнительной подушки безопасности, то это может быть действительно очень плачевно. Чем закончилась эта история? То есть мы, к сожалению, живем в такой, или, к счастью, живем в такой стране, где ты не можешь просто прийти, поменять замок, и человек больше там не будет жить, да, то есть должен съезжать. То есть здесь это работает очень долгая процедура, потому что вот этих арендосъемщиков нам понадобилось 2,5 года, пока мы их вообще могли оттуда выселить. И кроме того, то есть когда они уже выехали, опять же... это особенно если они платят или частично платят, это еще сложнее. Да. То есть, кроме того, получилось что? То есть, когда они уже съехали, у тебя стоит вот этот вот дом, который нужно заново полностью санировать, то есть это дополнительные затраты. И что важно понимать, если ты ее сдаешь инвестиционного характера, ты не можешь ее после того, как человек съехал, сразу сдавать после ремонта. То есть она должна простоять минимум год пустая. Почему? Или же ты должен год там прожить, потому что мы сделали Eigenbedarfskündigung, иначе это... мы бы не смогли бы оттуда их выселить, да, потому что мы проиграли суд, и единственная возможность, которая у нас оставалась, это действительно сделать Eigenbedarfskündigung, и только тогда мы смогли их выселить. Ну да, это, конечно, такая не совсем классическая ситуация, да, которая может произойти, но очень классный пример, да, из твоей личной жизни. Это прям ценно, когда мы на своих шишках набиваемся. Я в передаче с Иваном, он специалист, да, в области всех страхований и так далее, мы тоже с тобой, но интересно поговорить с людьми, которые там 20-25 лет прям очень-очень тонко работают в этом направлении. И для меня было такое открытие в моем личном примере, допустим, у меня есть один небольшой Mehrfamilienhaus, да, и там 7 квартир. Но я же как человек ответственный оптимировала, там взяла страховку подешевле, и в следующий год сделаем подешевле немножко, да. И что произошло? Мне пришлось им потом вернуть эти деньги, там про квартиру, допустим, 5-7 евро, потому что это затраты на страхование, это полные Umlagefähigkosten. То есть я сэкономила не свои деньги, а деньги этих людей, которым это вообще никакого ни плюса, ни минуса, они ничего не почувствовали, даже не поняли, что нам там вернули, грубо говоря, сколько-то там в месяц. Но когда из 7 этих жильцов 5 квартир, жильцы, которые не так долго в Германии, и для них, когда с потолка капает вода год, это, ну, так себе нормально, они позвонили нам, когда уже этот потолок обвалился в коридоре, да, и пока мы нашли со страховкой, что произошло, уже был Folgeschaden и так далее, да. К чему мы подводим? Что когда мы делаем сами, естественно, мы зарабатываем больше, но мы должны делать правильные Rücklagen, мы должны иметь обязательно адвокатскую хорошую страховку, я неоднократно пользовалась, и в таких историях, без разницы, что вы подали сами, да, по определенному параграфу, у нас он перестал платить или платил нерегулярно, но из моего опыта адвокат сначала добился, что он заплатил все, и там была тоже тема Mietminderung. Расскажу немножко историю, раз уже разберем этот пример. Мой арендосъемщик настаивал на том, что ему хозяин прошлый в устной форме пообещал Mietminderung, потому что у него старая душевая кабина. Он говорит, в устной форме это договор, вот свидетель мой сын и моя жена.
И таким образом мы сначала судились год за то, что он должен аренду заплатить. Он утверждал, что он не получал письма. Мы приходили в руки сыну, отдавали, он говорит, я ничего не видел. Потом мы судились с ними за то, что мы не хотим с ними мириться. И мы не пошли путем там Аги Нудсен или каким-то, мы шли нормальным законодательным путем, что мы их Миндеру не акцептируем. Да? Это всегда две стороны, которые могут судиться. Да? И этот суд длился достаточно долго. Он платил уже меньшую аренду, которую он считал нужной, и потом уже третий суд, чтобы он это доплатил, то, что было должен. Да? Он тоже не соглашался с этим. То есть в 3 этапа были судебные дела по разным причинам. И почему третий был? Потому что, опять же, из опыта в Кауфердраге было взято, что у него нет никаких задолженностей, а то, что нам передал маклер, там стояла полная мита, не та, которую он утверждал, мит Миндерон. И в Кауфердраге тот продавец написал, что там действительно вообще никаких проблем, а мы в документации, которую нам этот же продавец отдал, увидели, что этот жилец и у него уже нерегулярно платил. А он утверждал в Кауфертраге, что нет. И тогда вот эту третью отдал продавец. То есть, и это все по этой страховке оплачено было, все 3 судебных дела, и мы получили и пустую квартиру, и доплату того, что он не платил, и даже доплату этого мит-миндерунг, да? То есть вот сегодня прям мы классно открыли все темы, что надо Кауфертраг прочитать и правильно составить. Они составляются как минимум по законодательной базе, что там должно быть. Но, допустим, когда ты покупаешь на свободном рынке, просто вписать тот текст, что бывший продавец подтверждает, что у него там все с митрами хорошо, да? Чтобы не оказалось, что ты сейчас купишь, а он как бы скрыл, что он уже там 2 года не платит, и здесь стоит такой ляштан, да? Это тоже можно себя таким образом немножко обезопасить. Вообще, сегодня интересные примеры. Насчет страхования, то, что ты говоришь, то есть здесь тоже очень часто мы, как обыватели, стараемся где-то сэкономить и так далее. Но это не всегда правильно, потому что когда мы смотрим то, что, допустим, компания XY предлагает услуги там за 80 евро в месяц, а другая, которая предлагает те же самые условия по бумагам, как будто бы за 50, то есть очень часто клиенты берут 50. Просто здесь тоже нужно немножко сравнивать поглубже, потому что очень часто те, которые являются дешевле, они перенимают на 100% определенные вещи, как и другая компания, но только до определенной суммы. И вот эти вот вещи тоже нужно на самом деле индивидуально смотреть. Можно я перейду на русский язык опять? На самом деле ты абсолютно прав. У тебя же тоже есть 3-4, да, параграф. Это классно, когда специалист это понимает, да, потому что многие люди не понимают, и они думают, что, да, есть случаи, где экономят и от этого страдают, потому что не берут качественный пакет, хотя это они платят. Второе, что самое ужасное, люди платят и говорят, я такой зихахайцу ориентир, хочу самую дорогую, но выбирают настолько ненадежную страховку, которая в Германии вообще, есть разные тенденции, как проверить страховую компанию, и в которой даже в самом дорогом пакете не включены многие вещи. Либо они ужасно плохо выплачивают. Да? Из нашего близкого круга сейчас есть 2 случая, где даже наш коллега, который очень опытный, там 10 лет назад оптимировал свою страховку, вот у него был случай, где он выбрал самую недорогую, и страховая компания пошла именно тогда пляйта, когда он свой шаден гемельдет, то есть когда он подал свой шаден, хотя это в Германии очень сложно, но вот у нас в близком кругу есть такой случай. Крыша сгорела, а денежки не получили. Да? Поэтому очень важно, если человек сам управляет, выбрать хорошую страховую компанию. В этом мы тоже можем помочь без проблем. Либо обратиться к хорошему страховщику, который дипломированный. На самом деле, да, это абсолютно верный совет, и здесь нужно иногда смотреть то, что когда мы набираем пакет из разных страховых компаний, да, то очень часто нам это дороже обходится, чем если мы у одной компании заключим полностью пакет, который покрывает сразу много направлений. Да? То есть здесь опять же можно с помощью одной конкретной компании можно оптимизировать это все, где у тебя будет больше ляйстунгов и намного выгоднее, чем, допустим, когда ты берешь по одному.
Супер. Тогда подведем немножко черту сегодняшней записи. Я сегодня супер-супер довольна. Я прям проснулась, потому что мне было так интересно, что мы с тобой так знаниями померились, потому что ты супер хороший специалист, и столько знаний, сколько есть у тебя, это дорогого стоит, да, чтобы, опять же, обменяться. Спасибо, что ты пришел, помог мне. И второе, если подвести черту, всегда мы можем найти для клиента подходящий ему концепт, или даже для одной семьи несколько концептов. О чем идет речь? Что мы сегодня выучили, что сначала клиент может оптимизировать свои налоги. То есть, грубо говоря, из твоего примера, после знакомства с тобой, покупки новостроенной квартиры, где месячная инвестиция, допустим, была минус 400 евро, да, чтобы покрыть не только финансирование, а все управления, все безопасности, то есть беззаботный концепт с инвестицией 400 евро. Но, допустим, этот беззаботный концепт принес то, что у человека стало нетто, допустим, на 400 евро больше, да, или на 500. И потом он может также разложить риски, и если у него есть желание приобрести что-то на свободном рынке, заниматься этим самим, но опять же с помощью анализа сделать правильно, застраховать его правильно, да, потому что мы выучили, что даже не мы за это платим, и сделать обязательно адвокатскую страховку, потому что для недвижимости она абсолютно недорогая, речь идет о каких-то там 15-20 евро в месяц, но если что-то случается, это может даже с одного случая, как у меня, быть 3 судебных дела по разным темам, относящихся к одному случаю, к одной квартире, да. И это, конечно, сегодня было очень интересно послушать все эти примеры. Спасибо за приглашение. Мне было на самом деле очень ценно присутствовать в твоем эфире. Мы знаем друг друга, так как мы обращаемся или работаем в одной и той же сфере, и поэтому такие вот, я бы не сказал даже батлы, а именно вот обмены опыта, да, они на самом деле очень ценные. Очень хорошая идея. Мы будем делать батлы умные, еще умнее. В следующий раз пригласим еще каких-нибудь 2 специалиста, допустим, с банковской сферы, страховой, и в прямом эфире, ну, правда, записи, мы поборемся, да, а что же еще можно еще глубже учесть, и чем можно, каким-то советом можно помочь клиенту сделать его концепт как можно надежнее, да. Когда мы в прошлый раз записывали с Хербутовым, специалистом строительной компании, который специализируется на утеплении, и он говорит, нет, никогда нельзя просчитать проект с точностью до 1 евро, да, при покупке. А мы говорим, нет, можно, это вот беззаботный концепт в этой компании, это позволяет, да, потому что у тебя банк минимум на 10 лет, все прописано, он не может, даже если завтра опять какой-то кризис тебе поднять, вот, если человек хочет еще и следующие заблокировать проценты, вот у тебя программа можно, сам объект, что бы ни случилось, компания отвечает за него, и в случае, если именно этот объект, что-то там произойдет, клиент не заплатит ни 1 евро больше, даже если компания туда 500 тысяч больше инвестирует или 1 миллион, да. И что самое важное, что бы ни случилось в этой квартире, по этому концепту, грубо говоря, юридически клиент сдает управленческой компании, и уже управленческая компания гарантирует клиенту, что бы ни произошло в квартире, там кто-то умер, там кто-то судится, там кто-то не заплатил, до клиента это даже не доходит, да, то есть все, что в зоне агентум происходит, не доходит. Поэтому очень круто, что мы такими батлами помогаем людям минимировать свои риски и понять, окей, я могу купить зорхлёс-пакет, допустим, беззаботный концепт для того, чтобы оптимировать свою налоговую базу по максимуму и остаться при том же бюджете, или может там минус 50 или 100 евро, ну это абсолютно не сумма, о которых надо говорить, и параллельно могу себе купить небольшой Mehrfamilienhaus где-нибудь под Гамбургом или в Нордештете, да, все правильно распланировать, и с помощью небольших затрат, которые я могу списать, это все Абсихан. Абсихан — это значит застраховать и продумать концепцию. У нас есть еще 2 минутки. Что бы ты вот посоветовал, да? Ну, в первую очередь, каждому инвестору сначала поставить себе цель, да. То есть, в первую очередь, что я на самом деле хочу и для чего мне это надо, да, потому что, опять же, если мы говорим про инвестиции, то не всегда недвижимость приводит к тому результату, который хочет клиент, то есть это может быть и какой-то другой продукт, это может быть, опять же, Genussscheine, это может быть какой-то фонд, который работает, да, то есть это могут быть металлы, это может быть что угодно, поэтому здесь очень важно понимать, что хочет клиент, за какой срок он это хочет, и
какой у него бюджет. И уже отсюда можно как раз нам, как специалистам, работать, чтобы создать как раз вот этот концепт, который его приведет как раз к его цели. Слушай, вот то, что мы час говорили, ты за 1 минуту упаковал в одно предложение просто какие-то гениальные слова, что на самом деле, зная свою цель, можно к ней дойти с меньшими затратами, с использованием различными программами, да, потому что то, что ты говоришь, даже в фонды инвестировать, многие не знают, что можно даже за счет работодателя в фонде получать vermögenswirksame Leistung, на который государство еще 20% дает, просто бесплатно. Фирма это всем дарит, а наши клиенты из-за незнания просто этот подарок не берут. У меня пришел клиент буквально вот на прошлой неделе, очень классный пример, и ему работодатель начислял эти 27 евро, он даже не понял, что это, просто поставил антрак, и у него за 15 лет собралось более 11 тысяч просто в этом договоре из-за того, что в фондах и шел еще прирост синс-эффект. Вообще гениальная мысль. И, дорогие подписчики, вот после этого эфира проголосуйте, пожалуйста, внизу, хотим ли мы устроить батлы специалистов. Это прям будет новая рубрика. Я сегодня получила такое удовольствие в разговоре с Ильей, что я вроде бы, ты это знаешь, но ты даже не подумал, а можно еще и здесь оптимальнее сделать. Да, можно. А почему не подумали? Мы же это знаем, да? И в таких дебатах, когда приходят люди со знаниями глубокими, где они не поверхностно вот рассказывают, ну как-то вот так можно, а при каждом вопросе они идут глубже в тему, глубже в тему, глубже в тему. И благодаря этой глубине можно сделать концепт действительно идеальным, либо, если это на свободном рынке, по максимуму беззаботным на свободном рынке, либо просчитать человеку абсолютно беззаботный концепт. Мы это тоже с удовольствием делаем уже много-много лет. Спасибо большое и ждем голосования.